Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, реализация вечной жизни посредством управления числами. И в данной теме я бы хотел показать структуру управления числом, где реализация вашего управления связана с тем, что присутствие ваше, например, в управлении – это есть все-таки управление, где вы начинаете работать самостоятельно, развивая статус личного управления, видя события, то есть фактически это умение видеть и прогнозировать события, причем точно. И здесь основной контекст все-таки управления должен быть в том, что так же как Бог реализовывается в любой системе, то необходимость реализовать собственную систему, собственную информацию с точки зрения именно технологии вечного развития, это вот здесь именно в сегодняшнем семинаре это основной контекст управления. То есть увидеть свою информацию в действии, рассматривать действие слова, потому что сказанное слово в будущем – это есть будущие события, и поэтому в данном уровне управления слово соотносимо с человеком, а число – это внешняя система. Я буду как раз показывать технологию в несколько прикладном аспекте, в соответствии с тем, что сами наклейки состоят из 14 чисел или из 15, и по предшествующим уровням управления можно будет посмотреть, есть ряд семинаров, где я даю конкретно, как работать и почему столько цифр. Коротко, если здесь сказать, что цикл, например, управления должен быть в коллективном сознании выделенный как сегмент управления, нам надо уметь выделять структуру управления так, чтобы структура была вечной. То есть в любой конечной системе выделять вечную структуру. Поэтому чисел, например, 14 или 15. И в связи с этим я бы хотел здесь показать, что именно реализация внешнего развития по управлению числом – это возможность посредством индикации неких объектов информации в управлении видеть свою собственную систему, то есть рассматривать, каким образом вы видите себя, то есть самоконтроль. Принцип самого создания, так же, как делает Бог, он может самого создаться в любой системе реальности. И умение получать информацию из внешних систем. В общем-то, если мы начинаем работать словесным принципом, то слова здесь начинают уже не иметь значения в более глубоком уровне организации системы. То есть любое сказанное слово, если мы это слово начинаем реализовывать как систему действия, то можно, например, использовать звуковые формы для передачи информации таким образом, чтобы мы имели, предположим, сигнал от объекта управления такой, что мы воспринимаем сигнал, но, например, сразу делаем управление, не выражая сигнал в виде, например, словесных фаз. То есть можно фактически делать управление так, что начало любого слова – это есть всеобщее управление, начало любого звука – это управление, начало любого восприятия – это тоже управление. И в условиях управления, если вы, например, обратите внимание, что даже в лекционных материалах я иногда делаю какие-то быстротечные, дискретные системы управления, либо позже выражая основной статус, либо начиная в словесном плане и заканчивая объяснением начала слова, то здесь основной уровень такой, что желательно в интеграции вообще с достижениями существующими, например, в науке, в технологиях познания мироздания, суметь выделить именно духовный статус вечной жизни человека. Ведь вечная жизнь в данном случае это все-таки система сознания, это система развития души человека, система некого, в общем-то, устойчивого управления. Поэтому умение выделять в любом сигнале технологию именно вечной жизни и умение воспринимать систему в виде такой категории, например, как взаимодействие с числом или работа в структуре числа, это и есть, в общем-то, развитие духовных возможностей, развитие фактически реального выражения души человека, когда человек может спокойно за счет собственной души предусматривать события. И вот здесь надо выделить такой спектр, что управление душой, то есть рассмотреть события, например, душой, это все-таки
определенный уровень управления духом. Это, в общем-то, часто другая технология. Иногда они похожи, но надо выделять управление по структуре фактически соотношения души, духа, там, физического тела человека. Поэтому внешний самоконтроль – это контроль за всей системой личности, выраженной в таких категориях, как душа, дух, тело человека, человек вообще, и вообще говоря, социальная система. Потому что все-таки мы занимаемся социальной политикой, так можно сказать. Поэтому получается, что когда вы работаете в системе управления, рассматриваете себя как с точки зрения самого создания, вот как делает Бог, он может рассмотреть свою систему управления так, что он там самовоссоздался, восприняв ряд сигналов, да, или сформировав сигналы вокруг себя. А также он всегда существует в системе будущих событий. То есть он же не исчезает никуда. И в связи с этим, рассматривая как систему действия от начального принципа, так и систему существования в бесконечном уровне, мы можем вполне охватить все категории реальности. Ведь в современной науке, приведшей к тому, что существует, например, ядерное оружие, да, существует мир, который, например, в вероятностном каком-то уровне может быть уничтожен, чего, естественно, мы не допустим. И поэтому здесь нам нужно учитывать, что управление, идущее от человека, это все-таки система таких действий, что мы должны обязательно выражать действия в том, что мы гарантируем, например, скажем так, например, выполнение, если с точки зрения партийного даже уровня управления или с точки зрения идеологии, выполнение вечного развития, вечной жизни человека именно в одном физическом теле. Поэтому это все-таки технология конкретная, технология часто специальная, хотя она во многом несложная бывает, но тем не менее с точки зрения науки, например, об обществе, да, в современных условиях, науки как таковой, я считаю, что науке целесообразно заниматься вкупе с политсистемой, вкупе с религией, одновременно заниматься системой все-таки реального, адекватного существования в этом мире. И поэтому следует воспринимать данное управление и определенный спектр знаний как знания научные, потому что когда мы делаем управление такого прогнозного, например, плана, что, скажем, я диагностирую самолет, происходит совпадение по каким-то проблемам в самолете, с точки зрения науки, это область статистики или область, например, детекторных исследований, да, получается, это тоже все-таки научная дисциплина. Мы должны охватить все системы управления структуры сознания, какие они бы ни были, научные, политические, социальные, и умение охватить все системы за счет системы личного сознания, это один, и, в общем-то, часто бывает основной аспект управления сверхбыстрого типа, войти в любую социальную, научную, политическую систему и получить с этих систем именно уровень управленческий. Ведь здесь именно связь существует следующая. У человека существует уровень социальных каких-то процессов между его, например, уровнем управления, где он может самовоссоздаться, и его будущей системой вечного развития, которая сейчас должна быть реальной. У Бога каждый элемент организовывается в системе действий человека и Бога. И получается, что если мы начинаем ставить задачу, предположим, именно системы вечного развития, то есть существует ряд каких-то случайных явлений, и нужно сделать управление таким образом, что мы реализовываем управление с точки зрения задач конкретного человека, то получается, что именно получение первичного сигнала, первый акт ясновидения, скажем, да, фактически нам нужно духовное видение развить до уровня просмотра. Я показываю, что ни один из аспектов не может быть упущен, какой бы он ни был, да, как бы он ни назывался. И первичный уровень восприятия сигнала – это уровень, который в первой позиции связан с тем, что мы должны в числе получить сбор информации. Мы видим первую структуру числа, то есть любое число, ведь число надо еще назвать, да, например. И если мы воспринимаем сигнал, то на уровне восприятия душой мы можем видеть первичный сигнал. И в связи с этим получается, что на уровне восприятия душой мы должны дифференцировать, каким образом этот сигнал, вообще говоря, можно было бы соотнести с системой будущих развитий. То есть нам нужно именно реализацию сделать душой, чтобы сигнал восприняла душа. Тогда, получается, число находится вне управления. Хотя мы можем сказать, что мы восприняли каких-то два объекта, да?
например, первый сигнал, второй, там, мы получили, например, какой-то уровень управления, нам нужно выделить уровень, не назвав число, и получить контроль за будущими событиями. Поэтому получается, что в данной системе управления желательно очень точно рассматривать вообще, что происходит в этом мире в какой-то момент времени. Вот здесь очень важно выделить детекцию времени, например. То есть почему именно сейчас происходит какой-то такой момент, да, в этом мире. И вот выделение, то есть правильное время восприятия, так скажем. Правильное время восприятия – это гарантия того, что вы сделаете точно следующее действие. И вот когда мы начинаем в структуру времени вводить понятие числа, не объявляя число, тогда вот эти все цифровые ряды входят в контактную систему взаимодействия. То есть мы можем действовать на систему управления, какую-либо вообще на реальность напрямую, когда рядом находятся какие-то числа. То есть мы числа не используем, мы можем их не использовать, просто рассматривать как систему, ну, как бы отражательного типа. И вот когда мы начинаем эту систему взаимодействия с числом, предположим, реализовывать как систему, ну, как бы сверхдального действия, да, нам нужно обеспечить вечное развитие, то любой текущий момент времени, почему именно так происходит в реальности, да, он должен быть таким, что следующий момент времени – это есть улучшение текущего или даже будущего момента времени с точки зрения технологии вечного развития. То есть учет, аккумулирование систем управления и реализация в следующем уровне. То есть получение следующего числа рядом стоящего. То есть если есть числовой ряд, состоящий, там, например, из 14 чисел, то получается, что мы можем учесть, что там чисел 14 – это 1 и 4, сложить, получить пятерку, то есть третье действие. Да? Значит, дальше мы можем рассмотреть начальное число ряда и второе, соседнее число ряда, и получить общий импульс, то есть универсальное управление, где число фактически не формирует реальность, но число существует в реальности. То есть мы сами вводим систему существования числа. Мы управляем числом, а не число, например, как-то влияет на нас. Тогда получается, что если есть событие, например, ну, некого там, возможно, негативного толка, мы можем считать, что мы исключаем сигнал об этом событии из реальности, то есть мы исключаем как бы числовые свои события. В восприятии человека число – это все-таки некий элемент реальности, где, в общем-то, отражены какие-то фактологические системы, что событие произошло. Если мы исключаем число, события не происходит. И при этом мы можем события не рассматривать, ведь основной принцип управления – не фиксировать негативных событий. Следовательно, мы должны таким образом как бы скроить систему числа, то есть, например, есть одни звуковые формы, да, управления, вот скажем, один звук, через там 5 минут другой звук, да, в реальности. Мы начинаем сравнивать, почему звуковые формы разные. То есть в одном случае событие означает звуковую форму, в другом случае нет. Ну и там, где нет звука, это тоже какая-то форма, да, какое-то число, просто расположение более глубокого уровня часто. Ведь звуковой уровень – это уровень возникновения. Да? Вот, например, в каких случаях там человек расположен рассматривать некую тишину. В тех случаях, если он хочет познать часто более глубокий уровень, как бы более внутреннего управления. А выраженная система, связанная со звуком, она такова, что можно взять звуковую форму и пройти в структуру управления будущими событиями этой системы. То есть выявленная форма более управляема. Есть звуковая форма, мы управляем проще. Нет звуковой формы, нам надо ее или сформировать, или ввести структуру управления системой. Да? Ну, в принципе, это относится и к слову, и, например, к любому действию. Поэтому, если нам нужно делать управление, особенно, предположим, в условиях контртерроризма, когда террористы могут оказывать, да, какое-то сопротивление, хотя, учитывая, что партия вдруг распространяет, например, массовый вариант этих наклеек, массовые технологии управления за счет собственного сознания, расположенные на всех людей путем простых чисел и путем уже как бы углублений фундаментальных, связанных с аналитикой этого числа, как вообще оно действует, то получается, что здесь вот именно управление системой – это умение взять управление до какого-то уровня, например, до уровня звукового, не произнеся там полностью систему слова или числа.
То есть некоторые системы можно проговаривать или проделывать действия быстрее, чем они воспринимаются на слух. То есть заменять структуру звука структурой управления. И получается, что если мы, например, ставим вопрос, скажем так, мгновенного извлечения человека или там сверхбыстрого в каких-то сложных экстренных ситуациях, не допустить, например, теракта в условиях, когда весь мир напряженный, коллективная фаза сознания начинает допускать возможность внезапного теракта, внезапного действия. Ведь на самом-то деле, по технологии моего учения, речь идет о том, что мы вытесняем из структуры коллективного сознания понятие смерть как таковую. Теракт – это одна из систем, которая просто-навсего непредсказуема и выделена тем, что это система, которая требует мгновенной реакции у человека. Во всех других случаях, в принципе, считается, что есть время. К понятию каких-то еще сверхбыстрых систем реакции относится то, что какая-то проблема экстренного, подобного типа, не обязательно теракт. То есть речь идет о том, что нам нужно уметь в какой-то момент рассмотреть конкретные будущие события и уметь повлиять на события, сохранив, в первую очередь, жизнь и здоровье, всем участникам и следующим лицам, которые, вообще говоря, будут взаимодействовать с системой данного события. То получается, следующий лиц, следующая система информации – это опять весь мир, это опять любой человек. Поэтому я ввожу систему именно все-таки макроспасения, систему вечного развития. Если, например, мы рассмотрим, предложим богословский уровень управления, где Бог и Слово, и действие Слова – это есть первичный уровень Бога, где мы рассматриваем стремление Бога к тому, что человек живет вечно по образу и подобию, и реализация его, стремление и реализация – это есть одно действие, то получается, что в системе управления, которое делает человек, задача всего лишь навсего понять и воспринять вообще, что в этом мире происходит реально, как преломить ход событий с точки зрения именно предшествующих систем, не называя может быть, систему полным словом. Опять же, обратите внимание, есть механизм использования сокращения слова и выявления структуры числа. Изначальный уровень – первичное действие слова, а выявление числа как символического, например, ряда управления. Тогда получается, что мы можем получать всеобщее управление, если у нас есть, в принципе, два параметра. Элемент восприятия, в первую очередь себя и Бога, это один параметр. И второй параметр – это любое действие, но первичное действие – это действие слова. И дальше мы выводим управление числом уже в центр ряда числового. То есть, если мы таким образом анализируем, имеем первое, второе число, затем центральное число любого ряда, то мы можем выделить структуру центрального управления в каком-то одном числе. То есть, например, единица. Если действовать по аналогии, ведь Бог создал мир так, что мы можем именно создать уровень аналогии в управлении любого типа, то получается, что выделяя подобную систему управления и входя внутрь числа, нам нужно быть же независимым от числа, мы же управляем числом. И нам нужно, например, в единице выделить структуру внутреннего содержимого этого числа. То есть, чтобы управлять системой, надо вообще знать, что из себя представляет система как таковая вообще в этом мире. Понятно, что число назначено людьми, придумано как система восприятия, хорошо, давайте войдем в систему восприятия хотя бы на этом аспекте управления. И войдем тогда на уровне том, как вообще Бог воспринял то, что придумали люди, например. Здесь тонкая градация. Бог дал людям на реализацию, а что, вообще говоря, люди сами воспроизвели. И получается, что с точки зрения логики все-таки Бог, естественно, участвовал в воспроизводстве любого действия, исходящего от людей, то именно стыковка этих понятий – это то, что происходит в душе у Бога. И когда мы начинаем рассматривать, что же происходит в душе у Бога, чтобы человек жил вечно, то получается, нам нужно аналогичный импульс, тот, который существует вообще у Бога, как душевное действие, в аналитике его действия, его ответственности, перенести в структуру своих будущих событий. То есть внутреннее содержимое числа, там, где есть Бог, там, где есть реальность, это есть то, что существует за числом в виде, например, физической реальности в том числе. Кстати, достаточно мощная технология лечения людей
заключающаяся в том, что, в том числе даже если рассматривать структуру политического управления, а задача партии «Друг» – это есть и задача оздоровления населения, то получается, что каждый человек, который будет оздоравливаться, он же находится в системе всеобщей, и единое действие должно приводить к его оздоровлению. То есть умение через единый импульс получать всеобщее управление. То есть следующее, существующее за числом, это именно следующее, которое означает все-таки всеобщее действие, так же, как у Бога. То есть Бог первый импульс видит, как импульс получается локальный, просто даже логически, а следующий импульс – это уже всеобщее действие. То есть мы должны, получается, научиться каждый импульс осуществлять как импульс, который дальше является всеобщим. И вот если мы начинаем отсюда уже анализировать и приходить к уровню как бы внутреннего действия, то есть рассматривать, что вообще мы тогда в душе имеем, ведь это проекция на душу уже человека, то есть человек приходит к своей душе, когда он видит путь души Бога фактически, действие души Бога. Как я объяснил, мы рассматриваем, что Бог делает дальше за первым импульсом, например, за числом. То есть фактически на уровне управления это выглядит так, что у нас есть единица, мы входим в структуру этого числа и смотрим, что с другой стороны, сознанием. Это просто технологический прием, вообще говоря. И вот я тогда перевожу структуру объяснения, что с точки зрения фундаментального управления обозначает, например, вход через число, то получается, что следующее событие контролируемое, потому что в момент прохода через структуру некой там преграды, да, число, например, некий сигнал о наличии какой-то информации, мы получаем контролируемое управление, потому что в момент прохода какой-то величины мы как бы волевым, что ли, уровнем сознания контролируем, что за числом, что за ним. Тогда получается, что существует следующее, что есть действие внутреннее, выглядит это как именно ваш элемент сознания проходит через структуру числа, буквально на уровне просто восприятия числа как такового. Например, там написана единица, возьмите элемент сознания, проведите насквозь и одновременно контролируйте, что за ним. И получается, вот когда вы проходите насквозь, вы видите, что происходит некое такое спонтанное изменение мира. Структура мира меняется дискретно и мгновенно. Вот система мгновенного изменения мира ради достижения, например, там, элементов вечного развития и реально вечного развития для всех людей. Ведь чтобы преломить ситуацию и не допустить терактов, нам нужно уметь систему вывести за структуры каких-то реальных действий, именно систему возможных терактов, и при этом базироваться только на действии личной души. Мы, конечно, можем сказать, да, что за счет наших технологий фактически коллективное сознание становится более управляемым, что меньше возможностей вообще для осуществления терактов. Но вот личность же как бы преломляет мир в сторону благоприятного, именно вечного развития, как личность одна. И поэтому так же, как делает Бог, надо уметь им научиться. Вообще говоря, многие это умеют, просто часто не обращают внимания на такие, может быть, свойства души. Умение именно душой лично вашей преодолеть возможную проблему. И тогда число – это уже окончательное число, это окончание ряда. То есть таким образом я подхожу к окончанию числового ряда, где существует ряд каких-то там цифр, чисел, и когда мы начинаем работать уже с окончанием ряда, то получается, что мы можем четко определить, что положение этого ряда в пространстве, просто физическое положение, определяет структуру действия тогда. Потому что, смотря как мы проводим именно импульс управления. И здесь видно дальше, что если, например, ряд расположен просто по горизонтали, например, там написано рукой или там на наклейке, то получается, что мы видим отражение сигнала как одновременно к себе, на свою как бы систему управления, и одновременно за рядом идет структура всеобщего выздоровления в управлении, можно ввести такую структуру, вечного развития как следующая структура, которая содержит элемент здоровья. Благоприятные события, которые являются как бы носителем, потому что события должны быть такие, которые бы не приносили ущерба здоровью человека, то получается, что управление происходит
от импульса, идущего от ряда, то есть мы не допускаем импульс к себе, и на уровне прохода сигнала фиксируем управление и управляем. То есть технологически ряд, если расположен по горизонтали, значит мы имеем управление возле ряда некой динамической величиной, элементом света, который движется в вашем направлении. Мы его фиксируем, и если мы фиксируем быстро и в нужной точке, управление осуществляется за этим рядом по отношению к объекту управления. А объект может быть любой, дом, например, да, и так далее. Машина, любой, в принципе, объект. По отношению к человеку ряд не выписывается, тогда идет управление формой, то есть внешние границы системы. То есть если даже написать ряд на какой-то бумаге, на каком-то уровне, просто там на доме, да, например, то тогда речь идет о том, что то, что стыкуется с рядом, это и есть управление по отношению к человеку. То есть из свойств всеобщности вы можете управлять и давать здоровье любому человеку, если вы имеете просто какой-то контур устойчивости. Как точка устойчивости вы выбираете какой-то ряд, и это фиксированная величина, в каком-то месте находящийся. Сигнал, который идет отсюда, дает управление, например, по здоровью человека. И, кстати, тогда точка входа в управление, она такова, что человек может воспринять сигнал совершенно естественно, как от любого элемента мира, просто сигнал будет специальный. Как, например, Бог посылает во всех элементах мира именно вам то управление, которое, например, там, может спасти человека. А точно так же вы выбираете сами и принимаете этот сигнал, либо можете там не принимать, это воля личная каждого человека, и поэтому получается, что мы практически должны здесь рассматривать управление таким образом, чтобы ваше управление было аналогичным. Поэтому управление вне ряда – это формирование внешнего сигнала, как бы даже случайного, естественного, который человек имеет право принять и имеет право не принять. И вопрос только в том, как мы доводим этот сигнал до этого человека конкретного, да, который вам нужен. А довод сигнала заключается в том, что вы просто-навсего взаимодействуете с информацией фактически на физическом уровне. То есть есть ваше физическое тело, есть физическое тело другого человека. Пусть даже оно находится вообще на любом расстоянии от вас. Тогда получается восприятие собственного тела и отражение сигнала о человеке, то есть как бы память вашего тела, вашего физического тела о другом человеке, это есть конкретная координата другого человека. Это делается очень просто. Вы обращайте внимание вообще, где ваше тело помнит о другом человеке. Как правило, это уровень, вообще говоря, ближе к сердцу, так скажем, по ткани. Он находится, ну, не всегда именно на физическом теле, иногда возле. Поэтому концентрация на этом уровне, просто обращение внимания, вы начинаете видеть передачу сигнала. Значит, ставите ряд, производите управление и достигаете человека как бы вне ряда. Поэтому передача информации человеку – это, конечно, там, где ряда не существует, пространство возле ряда. Для наклейки, если это наклейка, там конкретно существует контур, тогда это всего лишь навсего получается, что верхняя граница и перпендикулярная, и все. И концентрация на двух системах, то есть система, которая бесконечна, она не замкнута, это и есть передача информации человеку с точки зрения, например, системы коллективного сознания, где есть технологии вечного развития, и все. Вы вводите эту систему, просто делая концентрацию на форме. И вообще говоря, существует тип таких наклеек, где нет никакого числа, есть просто форма. Управление формой – это как раз-таки управление, которое относится к человеку. Сразу напрямую. В случае ряда мы работаем с прилежащими какими-то областями, а в случае просто наклейки без формы, с самой формой. То есть там, где не содержится форма числа, так скажем, да? Ну, назовем там наклейка, не содержащая форму числа. А дальше мы можем видеть, что если, например, мы расположим число, вот, например, там, лист формата А4, или та же наклейка, повернутая таким образом, что число с нижнего левого угла распространяется числовой ряд именно в верхний правый угол. Тогда мы видим, что управление осуществляется следующим образом. Это, кстати, можно просто видеть и изучить движение этого ряда и посмотреть, откуда идет импульс. Я в качестве примера просто привожу некие системы, которые, в принципе, видны за счет системы просто управления, даже действия. Можно коррелировать действия путем движения этого ряда. Или даже мысленного движения, обязательно физического. Здесь первое управление при таком расположении числа – это есть управление, идущее из бесконечной величины, то есть как бы из бесконечного
будущего фактически и во многом прошлого одновременно, ну, некая такая суммарная бесконечная масса, идущая по отношению к вам, и контроль над которой вы осуществляете просто сущностью своего создания, то есть фактически уровнем, который существовал до уровня создания вашей души. Потому что есть изменение формы, связанное с тем, что вы, например, рассмотрели первый вариант по горизонтали, только сместили систему, вы перешли в какую-то следующую систему. Вот представьте, что сначала есть душа, если сделать какое-то действие, то мы можем прийти, получается, к действию, которое существовало до создания души. Она просто по аналогии, как делает Бог, Он все время идет в структуру именно как бы внешней и внутренней реальности, да, управления. Получается, что если какие-то случайные события происходят, то, естественно, они происходят там не просто так, а есть уровень внешнего управления, который кому-то нужен, да, нужна реализация, которая, например, сверхценна для какого-то конкретного человека. В этот момент реализация для другого может быть абсолютно она безразлична. Он ее или уже имеет, или он работает, например, просто в другом спектре управления, он уже это познал, ему не нужно. Если человек не получает знания, это значит, что он работает в каком-то другом спектре, но все равно в структуре вечного развития. И умение довести эти знания – это одна из систем управления. Вот поэтому сигнал, который идет за таким рядом, то есть вот ряд расположен таким образом, например, передо мной, любой, тогда я должен соотнести, что ряд не соотносится как, фактически как адресная система с человеком, тогда я рассматриваю, что любой импульс, идущий из этого ряда, просто за чертой, то есть ряд это как некая черта, да? Нам нужно черту гладить, что нет разрыва. Фактически задача управления сделать так, что разрыва нет. Хотя мы видим число, но мы видим только реализацию вечной жизни. Вот. То есть получается, что нам нужно суметь тот импульс получить здесь в виде как бы фазы отсутствия числа фактически. Ведь человек воспринимает мир, он же не какие-то там себе там числа выписывает. И получается, что нам нужно видеть эту систему, или там возможен какой-то, если даже теракт, то это отсутствие теракта, это не число. Это, вообще говоря, жизнь человека, например. Значит, и поэтому, в принципе, можно защищать и от терактов просто каких-то зданий, но, в общем-то, здесь, получается, защита зданий – это третий там, или вообще там миллионный уровень. Если там здание, с ним что-то происходит, но при этом не страдает человек, ну и, в общем-то, какие проблемы? Нам, в принципе, здание особо не нужно. Главное, чтобы человек не страдал. И получается, что вот выделение в системе информации объектов управления, где мы, ну, как бы защищаем, конечно, объект, какие-то наклейки, гарантируем, причем на цифровом уровне, на уровне духовных систем, что с ним ничего не происходит. Сами наклейки позволяют в прогнозе на 1 месяц контролировать ситуацию. Тем не менее, нас интересует, естественно, не здание, да? Нас интересует жизнь людей. Поэтому получается, что мы выделяем в системе управления, что вообще касается жизни человека. И вот это вот элемент там, где касается с целью вечного развития, это и есть объединение импульса, который за рядом и перед рядом. То есть ряд вытесняется из управления тем, что здесь возникает вечная жизнь человека, и ничего больше. Элемент вечной жизни, все. Причем всех людей. Тогда получается, что здесь, ну, как бы ряда нет, да? Здесь есть вечная жизнь. То есть мы вводим систему управления в ту точку, где мы захотим. Это я показал просто один из элементов, который соотносится именно с рядом. А вообще говоря, также можно сделать управление по отношению, вообще говоря, к любой другой системе. Ну, если мы видим любой элемент информации, просто воспринимаем, мы можем в эту точку ввести элемент вечной жизни, ну, подобно, например, принципам. Ведь я говорю, что мы вводим элемент вечного развития путем своего волевого управления. Вот Бог изначально вечный, вводит систему управления, все-таки самоорганизуется все равно. И получается, что самоорганизация у него в любом случае вечная, то есть Богу ничего не угрожает, он в любом случае вечен, там как бы проблем у него, да, вообще никаких нет. Тогда у человека должно же быть то же самое, причем аналогично. Значит, получается, у человека должно существовать какое-то действие, которое сходно с системой познания человека, а это аналитика, это действия по спасению, действия вообще какие-то элементарные, по вечному развитию, в том числе как система элементарных действий. В принципе, наиболее
первичным элементным уровнем является именно элемент вечного развития, ибо Бог вечен. Все следующее – это уже более сложная система. Получается так вот, даже логически. И если мы теперь уже рассмотрим управление, например, идущие таким образом, что я беру тот же лист, например, бумаги, вообще любую систему, и делаю ряд таким, что мы в левом верхнем углу располагаем первые цифры ряда, а в правом нижнем окончании ряда, то мы получаем с точки зрения логики как бы не совсем обратную, но некую такую близкую, может быть, даже к противоположному действию систему. Да? То есть в одном случае вектор идет в одну сторону, в другом случае, вообще говоря, в другую сторону. То есть вверх или вниз. И мы начинаем пользоваться тем понятием, что мы можем ввести систему управления сознательно. Тогда мы можем просчитать психологию возможного террориста. Или вообще какое-то событие, которое, возможно, негативно. И взять под контроль на уровне уменьшения этого негативизма. Например, в лечении заболевания проще ряды ставить, даже те, которые изданы, например, как структура восстановления организма по числам, по моей системе управления, то если их ставить разным образом, то взаимодействие рядов производит более глобальное действие. Получается, что мы постоянно отсекаем возможность возникновения самого заболевания тем, что мы в любую область вводим контруправление, не даем возможности реализоваться какой-то болезни. Получается, что если это делать долго, например, несколько дней, то формально при правильном действии, или мгновенно, несколько секунд, не обязательно несколько дней, то получается, что мы можем на уровне мгновенного действия, то есть сделали, а потом перевели во время, получить то, что перестает существовать в системе коллективного сознания, конкретное заболевание по отношению к конкретному человеку. Дальше можно, естественно, вытеснять этот элемент из коллективного сознания вообще, чтобы такого заболевания не существовало. Просмотреть принцип, он на уровне геометрии действия очень простой. Распространить на все заболевания, чтобы таких заболеваний вообще не было. Если нет заболеваний, ввести структуру контроля за событиями, исключить вектор случайности в событиях. А исключение вектора случайности как раз таки, как я сказал, ориентация системы просто-навсего в пространстве. То есть за счет того, что мы можем ориентировать систему, мы можем исключить вектор случайности событий. И тогда получается, что, так же, как сделал Бог, почему Он создал, например, какой-то многомерный мир, хотя бы трехмерный, или четырехмерный, считать, что время как некое измерение рассматривается. Тогда получается, что мир в целом создан так, что если даже мы в двухмерном уровне можем исключить случайный элемент, то в трехмерный он находится в системе, где элемент случайно заведомо исключен. И получается, наша задача, либо мы это воспринимаем, либо человек свободен, может не воспринимать тогда. Но тогда получается задача набора знаний – это фактически управление такого типа, что в величине этого ряда, который находится, где начало в левом верхнем углу листа, мы видим, что исключение вектора происходит в системе пересечения этих двух рядов. Два ряда пересеклись, вектор случайности исключен. Хотя они могут быть на разных даже листах, но тем не менее, почему он исключен? Потому что мы сделали конкретное действие. Мы приходим к себе, значит, мы можем делать контролируемое действие, в принципе, любое, на уровне, можно делать на уровне системы познания информации, даже не себя в данном случае. Вы можете на себя в этом управлении внимания практически не обращать, а управлять на действие свое. Как понять, как действует Бог, например, Достаточно смотреть на его действия, тогда вы понимаете его. Если вы смотрите на свои действия, вы можете понять себя. И уровень понимания, некая такая квинтэссенция действия, что вы находитесь внутри события. И здесь уже начинается всеобщность. Ваше действие всеобщее. Как только вы получили первый элемент контроля за реальностью, значит, ваше действие всеобщее. Значит, контролируемость системы – это есть всеобщность действий. Логически так и есть. Чем больше человек контролирует систему, тем он более всеобщие действия совершает. И нам, получается,
необходимо, вот, например, чтобы исключить теракт или исключить какое-то негативное событие, в принципе, любое, кстати. Вот здесь мы можем уже детализировать. Здесь мы можем так управлять событиями, чтобы событие было исключено негативное, ну, даже какого-то там как бы разреженного тока, так скажем, в управлении. То есть совершенно фоновое, но буквально там случайное, и вы можете очень много практиковать, рассматривая управление таким образом, что вы в первую очередь решаете там задачу какую-то на уровне макросистемы. Например, вот в программе партии «Друг» есть вывод всего оружия массового уничтожения на орбиту, и в случае ориентации это реструктуризация этого оружия, в случае ориентации на Землю. И вот здесь вот уже, кстати, в региональных отделениях, в субъектах федерации уже идет сбор подписей. Я тоже предлагаю именно принимать в этом участие в любом регионе. И здесь получается, что вот в системе коллективного сознания, когда вводится система управления, ну, такого типа, люди взяли и подписали, что им не нужно оружие. Тогда вообще о чем речь? Кто может против этого вообще выйти? Да? Уже есть подписи, все, сделано. То есть дальше сделать уже ничего нельзя, остается только вывести оружие. Это вне политики, вне вообще всего. То есть человек сам принимает решение и реализовывает. И получается, что в этой системе управления мы можем видеть, что как только мы входим в систему коллективного действия, например, там человеку не нужно оружие в дальнейшем вообще никакое, тогда мы вводим управление такое, ну, с целью защиты там, от неких вероятностных величин там, внешнего космоса, развиваем сознание до уровня управления за счет, например, там, оптических систем, или доказываем, что нет, из космоса там, не прилетит что-то отрицательное, хотя на самом деле речь идет все-таки об управлении любой системой за счет сознания. Или за счет там, систем, которые не вредны для человека, на уровне оптических систем, которые могут доверить даже массированные тела, но не вредны для человека. И получается, что если мы начинаем уже отсюда получать технологию, то основным аспектом технологического познания этого мира является точное видение систем будущего. Вот вам, значит, можно и нужно рассматривать здесь управление таким образом, что точно видеть будущее события можно, когда вы видите, что там реально происходит. То есть какие технологические системы, какие информативные системы в будущем реализовываются. И таким образом взаимодействие этих двух рядов это есть некое такое как бы выделение информации, значит, где информация содержит точные знания о том, что будет происходить в будущем на уровне конкретных именно величин, то есть на уровне том, что мы должны будем выделить в этих системах управления видение будущих событий. И вот тогда, да, тогда уже можно гарантировать, что человек, который обладает такой технологией, он точно не попадает в систему проблемную. Если его как-то слушаются или реагируют на его слова, значит, он может словами передать другим, например, да? Для этого нужен личный опыт, да, пробация, как правило, каких-то там несколько действий, подтверждающих, что вы правильно видите и управляете. И вы можете еще, конечно же, влиять напрямую на события. Тогда получается, что есть комплекс, который позволяет человеку работать спокойно. Значит, за всеми этими рядами есть уровень, который выражен именно в спокойном действии. То есть вы находитесь в точке управления будущими событиями, которые спокойны, потому что вы видите следующие события, видите точно. И вот ситуация следующая, чтобы развить управление, например, там, через духовное видение, или которое относится к понятию ясное видение, значит, таким образом, чтобы вы полностью здоровы и под уровнем такого действия, что вы контролируете ситуацию, находитесь в системе будущих событий, то здесь вы можете рассмотреть управление следующим образом, что вы воспринимаете любой сигнал, который стоит за числами, вообще за всеми явлениями мира, воспринимаете точно так, как вы воспринимаете в обычном состоянии, ну, например, там, физическим зрением или мышлением даже, восприятием мышления. И вот сейчас сделайте такое управление, выйдите в точку будущих событий, чтобы не было возможности теракта, рассмотрите, что происходит, выйдите в какие-то элементы своих личных событий, если они очень там сложные, сначала по своим событиям,
а потом обязательно там выйти в управление, где нужно стоять как бы и смотреть, чтобы не было теракта. И простой принцип, если кто-то смотрит, ну представьте, на улице человек стоит и смотрит на какой-то объект, да, то, как правило, если кто-то видит, что за объектом наблюдают, в отношении объекта стараются не производить негативные действия. Когда смотрит много людей, действия расформировываются негативно. И вот выйдите в это управление и смотрите на события, чтобы они были достоверными, точными. Я поработаю вместе с вами и постарайтесь решить все свои задачи до выхода в эту точку управления. То есть сверхбыстрое решение всех задач, а потом управление по концентрации вот именно такого плана, чтобы не было теракта. Я поработаю вместе с вами. В управлении по моим технологиям надо рассматривать еще такой аспект, чисто практически прикладной, существующий в реальности. Дело в том, что много наработано опыта в управлении, например, ну, как бы сравнительно, что ли, так скажем, много, но достаточно, по крайней мере, достаточно для того, чтобы было на что опереться, что есть элемент прямого управления. Часто можно опереться там на 3 случая. А когда их там тысячи, включая там тысячи учеников, то возникает системный уровень, когда человек реагирует на реальность и управляет реальностью. В связи с этим необходимо, чтобы преломление терактов, да, например, в сторону их неосуществления, так и назову эту систему управления, чтобы это было действительным действием не только в конкретной системе управления, не только по отношению к какому-то одному уровню. Ведь возможность теракта – это в том числе возможность там, начала какой-то ядерной глобальной войны и так далее. И при этом, при всем, свести к управлению то, что, например, в бесконечном развитии политических систем, там, обществ, чтобы такого тоже не происходило, что начнется там возможное какое-то массовое уничтожение, потому что какой-то существует конфликт, да? Или потому что не сработала техника, там, или еще что-то. То есть все-таки вектор всеобщности нужно уметь расположить правильно в этой системе управления. И вот следующий уровень управления рядом – это умение за счет просто уже мышления как бы изогнуть ряд в сфероидальную форму, которая расположена горизонтально. И вот элемент именно изогнуть ряд заключается в том, что один ряд находится вертикально, и другой мгновенно располагается горизонтально. При этом на уровне мышления можно делать наоборот. Главное соблюсти принцип мгновенности. И там, где значит, ряды располагались, например, с точки зрения слева направо или там, например, там, справа налево, уже не суть важно, то здесь вертикальное действие показывает, что вы уже находитесь в центре мгновенного управления. То есть вот это некое такое слипание происходит рядов, где мгновенность выражена в системе всеобщего действия. То есть мы переходим на как бы векторальный тип управления, а не опять не на сами ряды. А почему я все время говорю, что управление через ряды – это достижение, все-таки здесь нам надо уметь оторвать импульс управления, как бы он как выглядит как некий отрыв от самого числа. Потому что само число – это просто число, это, в общем-то, из себя оно ничего не представляет по большому смыслу, да, управления. И умение, значит, как-то свести эти системы, чтобы получить именно управляющий импульс. И вот в этом действии достижение должно базироваться на том, что есть, да, система управления. В истории цивилизации заложено очень много случаев управления за счет сознания человека. Если вдуматься в систему развития цивилизации, то, вообще говоря, сознание человека – это есть тот аспект, который позволяет развивать систему будущего. Вот в будущем, ну, скажем, заложен такой элемент, который назовем, что это есть развитие будущего за счет сознания человека. Элементарно, конечно, видно, что цивилизация развивается в зависимости от развития каких-то там технологий. При этом элемент сознания всегда остается постоянным, ведь Бог изначально создал реальность, и Он же себе ничего не улучшил, Бог. Он сделал и все. Поэтому где-то существует элемент управления, который у человека означает то, что он всегда, ну там, например, там все знает, он всегда все умеет, у него есть какой-то элемент, который соответствует тому
что есть у Бога, и этот элемент находится, если там по аналогии, скажем, некого анализа ситуации, возможно, иногда там люди считают, что где-то глубоко в душе человека, да, например, но если очень глубоко в душе, то там элемент сознания только начинает появляться. Душа — это прямое действие, душа — это тоже фактически как форма сознания, это причем абсолютная форма сознания. И получается, что если мы начинаем искать вот вообще, где же универсальный некий такой там модуль человека, который вообще существует и ничего добавлять не надо, то получается, что это как раз-таки уровень, где душа человека и Бога пересекаются опять в действии именно все-таки вечной жизни, причем в физическом теле, потому что это затрагивает и физическое тело человека. Пересечение в действии. А почему в действии там, в первом уровне? Потому что действие очень быстро, чего еще туда добавишь, как бы, да, логический принцип управления. И получается, а быстрое действие содержит всю аккумуляцию как бы подготовительных систем, да, резервных систем и так далее. И вот теперь вводите в структуру управления, если там возможный террорист что-то собирается делать. Значит, нужно просто опередить в действии, да, создать систему динамических величин, которые позволяют вам осуществить действие, где вы конкретно там какой-то уровень реальности берете и переводите в систему фактически действия. То есть вы берете и опережаете действие. И получается, что вы начинаете переводить управление таким образом, что этот как бы кусок реальности, это выглядит, кстати, как то, что вы берете и какой-то фактически как кусок реальности вырезаете, чтобы не было теракта в этом куске. Выглядит это, кстати, не как там некий там, кинофильм или видеофильм, а именно масса реальной реальности. Вот надо отождествлять, что есть реально. Там, я, например, диагностирую самолет или делаю так, что не было теракта в системах управления, да, то получается, что если отдаленная система, там, где коллективное сознание склоняет к системе управления, то получается, что здесь вот происходит ну, некая такая что ли, процедура действия, когда вот коллективное сознание имеет общие права, как бы, да? Если кто-то допускает какую-то мысль, то получается эта мысль реализовывается, возможно, где-то. Вот, например, вот у меня буквально в понедельник на этой неделе были представители от комитета матерей, пострадавших в Беслане, и при аналитике вот этого процесса по теракту там именно допускаемость действия, она такова, что как форма управления, некая, все-таки здесь система больше жертвенности этих людей, которые взяли управление, показать, что, насколько страшен терроризм. Потому что они привели в пример, что был один участник Сталинградской битвы, он говорил, что ничего подобного по жестокости, вообще по уровню там, трагизма он не видел даже, хотя он там выиграл эту Сталинградскую битву. Ну, потому что все-таки там действительно просто дети беззащитные. И вот, кстати, между прочим, тоже так достаточно сильно они возмущались, и готовы они, как они сказали, подавать в суд, что вот используется информация, чтобы именно против учения, хотя всеми доказано, более того, что никто там никаких, естественно, там, денег никогда не просил за воскрешение. Там у меня несколько тысяч договоров безвозмездного управления. И как бы вот это все совершенно четко, как свидетельские показания. Естественно, никто не мог даже на такое намекнуть. Тем не менее, вот пресса использует эту систему для того, чтобы как бы дезавуировать технологии, которые реально спасают. Они, кстати, отметили, что именно же наклейками эти можно спасти следующие школы, а развивается такой уровень управления со стороны контруправления, так сказать, со стороны прессы, что якобы вот насчет этих беслановских вариантов, что якобы кто-то там, непонятно кто по имени, приходил, там какие-то деньги оговаривал. И вот мы опросили всех, включая, они всех опросили у себя там в Беслане. Все-таки мы не на Луне находимся, и все-таки представители прессы, если уж они делали какой-то компромат, должны были хотя бы продумать или там что-то инсценировать для начала. Но там даже не было разговора об этом. И получается, что используется трагедия, достаточно глубокая трагедия людей, для того, чтобы не были защищены следующие школы. Против чего, кстати, вот они сейчас
начинает выражать коллективный протест. Именно комитет матерей, пострадавших в Беслане. И вот с точки зрения вот этого управления, если мы, например, рассмотрим, почему, вот что должно преломить, ведь сейчас опять приближается, да, 1 сентября, то есть что здесь? И одна из матерей рассказывала такой случай, просто практически, что когда ее дочка, которая погибла, она спросила у нее, значит, вот, ну, что бы она делала, например, если был бы такой выбор, либо погибает она, либо погибает ее мать, например. То так сказала, конечно, бы она выбрала себя, оставила мать живой. Значит, и получается, что это вот жертвенность этого ребенка, ну, эта девочка, она погибла, получается, что здесь выбор именно жертвенного плана. Ну, в христианской и вообще в мировой системе система действия ради спасения подразумевает, что человек ставит выше интересы общества, да, перед своими, например. Но в данном случае, чтобы общество не было уничтожено, следующим элементом управления в христианстве, я считаю, является не только в христианстве, в обществе, умение общество сохранить реально. Сейчас ради интересов общества человек должен жить, получается. И из-за этого я распространяю вот эту систему управления, где показываю, что нам нужно показывать, что именно жизнь в физическом теле должна быть. И вот выбор показал, что здесь была допущена мысль, да, например, человек пошел на жертву, чтобы спасти там цивилизацию, показать, что насколько там это опасное явление, теракт. И вот, чтобы преломить систему, нужно ввести, я, кстати, сразу сказал, что моя точка зрения, ни в коем случае не должен погибать, первое. Я всегда против этого. И все, кто мои последователи, тоже против этого. Мы не будем давать людям погибать, мы запретим смерть просто. И получается, что исходя из этого, системы управления, включая, ну, те же, например, системы воскрешения, например, система полного восстановления любого созидательного уровня управления, это есть возврат в систему жизни. То есть как бы ни складывались события, это возврат в систему жизни. И поэтому система управления, которая идет дальше, как бы за уровнем там, следования, вот, что там мешает, да, какие-то там, предположим, если это, предположим, мое учение, то какие-то в СМИ какие-то действия, хотя, например, уже есть, из прокуратуры, что они отменяют решение, то есть все-таки это тоже полезное для учения свойство. Было некое решение Басманной прокуратуры, центрально отменила. И так далее. То есть получается, что реально систему спасения людей, то есть Басманна было как бы около негативного смысла какого-то, некое предупреждение, а центрально отменила. То получается, что здесь идет система управления, которая говорит о том, что мы просто восстанавливаем управление. То есть я беру и какие-то реальные вещи, которые связаны с учением, показываю. Да? То есть мы же должны в любом случае доказать и привести в пример, что технологии вечного развития, они как бы часто сами по себе побеждают и, увеличиваются в темпах прироста даже, да, в управлении с точки зрения созидательного вечного развития. И вот здесь, вот, чтобы преодолеть тему, я специально привел какие-то вещи, связанные с действием, которые были там, например, в терактах, что нужно не допустить ни при каких условиях того, чтобы кто-либо был уничтожен. Если человек не знает этого, да, то он может, там, конечно, идти на то, он не знает такой информации, например, мало кто часто об этом задумывается, и мысли происходят, в соответствии с душой просто человека. А когда мы говорим о том, что мы знаем, что человек не должен погибать, не должен там умирать и так далее, он должен жить вечно, то вот не допустить системы такого мышления, то есть не допустить системы, что вообще возможен теракт, это достаточно серьезный контекст управления. Часто у нас основной именно. Просто вот в своей практике я не встречал ни разу человека, который бы, например, не согласен был умереть, и чтобы с ним что-то подобное произошло. Очень много все-таки систем, я работаю и в МЧС, и в авиации,
когда в голове он держит человек, что, ну, как в голове я называю, там, мысли, что он ни при каких условиях не умрет, он не умирает. И на уровне просмотра в управлении я тоже обнаружил, просто если смотреть на информацию, что вообще говоря, ни одного такого случая нет, если он в чем-то не допускает согласия человека. И получается, основным контекстом управления в данной системе, как я сказал, мы все-таки занимаемся и наукой, и политологией, да, фактически все вкупе в одном месте, и религией. Мы интегрируем управление так, чтобы люди просто жили вечно. В конце концов, не суть важно, как называется какая-то там дисциплина или управление. Нам нужно доказать, что вечная жизнь уже сейчас реализована у многих, кто технологически следует управлению. Возможно, уже, кстати, эта информация распространяется достаточно широко, и я рассматриваю, что уже у достаточно людей реализовано. Вопрос только в том, чтобы доказать можно только лишь тем, что распространять и учить других, потому что система вечного развития подразумевает, что, ну, хорошо, проходит, там, например, каких-то миллиард лет, а что дальше, да? Дальше уверенностью может быть только, опять же, технология и управляемость всей системой. И получается, что, исходя из этого, мы должны четко здесь видеть, чтобы мир не состоялся. Нам нужно войти, вот это основная задача политической партии «Друг», вообще говоря, считаю, любого человека на планете, чтобы смерть не состоялась, войти в систему управления, исключить вообще понятие смерти, что этого там не происходит, в этой точке управления. То есть выделение точки управления, рассмотреть в качестве примеров вообще, что, ну, как бы, может привести аналитика некий процесс и управление конкретными координатами. И в связи с этим, когда мы рассматриваем управление, связанное с тем, что, ну, идут какие-то препятствия, там, идут, опять я, например, там, в качестве примера там, могу привести технологии распространения моего учения, просто так остановить там какие-то приборы, например, нельзя, там, путем механического уничтожения, да, или там технологии. Самый простой вариант опять использовать систему коллективного сознания, СМИ. Вот, и в принципе, как раз вот когда мы говорили именно вот с пострадавшими в Беслане матерями, у них тоже была одна из версий, что, возможно, просто финансируется террористами. И тогда получается, что самый простой вариант, значит, взять и ввести в систему коллективного управления как бы контруправление, и получается, что тогда вопросов нет, что коллективное сознание начинает реализовываться как независимая величина. И вот в системе управления, там, ну, предложим там вот эти версии Круглякова, что сидит Кругляков, звонит куда-то и спрашивает, а есть ли там докторская? Ну, и вообще говоря, есть ВМАК, который имеет одинаковую по Минюсту регистрацию. Да, есть докторская, но надо звонить в МАК. Или в Европе, если надо тогда университет звонить, где тоже есть моя докторская. Почему он звонит только в одно место? И получается, что исходя из этого, он представляет факт, как будто это абсолютный факт. Да? Умение как бы использовать информацию, как бы варьирование коллективным управлением, то мышлением. Нам нужно, я считаю, делать обязательно контруправление, обязательно показывать, что ни один из моих учеников там, не делает неправильных действий. Мы в любом случае побеждаем, мы все равно всех спасем, всех научим. То есть мы не можем себе позволить, там, чтобы кто-то, там, кто не согласен с этой точки зрения, чтобы он побеждал. То есть не согласен, это значит, это смерть фактически. Да? То есть мы же не можем этого допустить. Поэтому мы практически вводим систему управления, где мы, естественно, победим смерть. Получается, что исходя из этого, то есть достаточно критериальная система, да, у нас в обществе, у нас задача простая. Мы не допускаем и во всеобщем масштабе должны не допустить смерть, то есть вообще нигде в перспективе. В идеале, и это, кстати, не так много времени до этого осталось. Дальше получается, что когда мы систему коллективного сознания вводим в эту систему управления, реальность переводится в систему уже конкретных действий. То есть, ну, например, там, объединение церкви и государства через принцип «не убей». Божественный закон «не убей». Вывод оружия. Там. Например, в распространении моего учения есть такой пункт в программе «Партия добровольная», где четко надо объяснять, что все, что делают ученики, правильно, потому что они же ведь делают за жизнь человека. То есть они для жизни делают, других критериев вообще никаких нет. И получается, что когда мы начинаем анализировать вообще
могут ли вообще быть у нас какие-то оппоненты, вот, ну, реальные, как бы. В социальной системе получается, что не могут вообще. Но это подтвердили там проверки длительные, там сначала Генпрокуратура и всякие там областные, какие-то местные прокуратуры. Ничего, естественно, они не нашли того, что, например, не соответствует закону. То есть вывод простой. Ученики Григория Гробового закон не нарушают. Хорошая позиция самообучения получается. Кстати, хороший стартовый уровень для того, что я в любом случае президент России в 2008 году. Раз я не нарушаю закон, это все-таки позитивная характеристика. Дальше, получается, мы начинаем строить управление следующее. Причем, кстати, позитивную характеристику выработали сами СМИ. Если бы кто-то опубликовал из каких-то приверженцев, это было бы не очень, ну, как бы не очень понятно. А это опубликовали именно контруправленцы фактически. И получается, что если мы начинаем делать управление таким образом, что мы из всего управления выводим, ну, как бы следующий статус, что следующий статус – это опять следующий элемент вечной жизни, это опять победа, да, жизни, то получается, что у нас фактически как бы мелочей совершенно нет. То есть мы вынуждены перейти на уровень, когда любая частная задача – это наша глобальная задача в том числе. И поэтому вот как раз я здесь показываю, что исходя из уровня управления, который есть сейчас, нам нужно свои частные задачи решать системно, как бы идеологически даже. Одно дело человек просто там долгоживущий, да, например, если какой-то, а другое дело он реально там вечно живущий. Тогда получается, что он должен ставить вопросы вечного развития как задачи системного управления. Он должен это хотя бы иногда делать логически. И когда вот он какие-то действия делает с точки зрения логического решения, то получается, что он как раз-таки решает именно во всеобщем масштабе какой-то уровень управления, да, например. И вот когда он решает задачу именно вечного развития для себя, а он же распространяет информацию вообще везде, то есть любое элементарное действие он сначала продумывает, так как он вечно живет, что он должен тогда сделать по отношению к себе. То есть часто это сводится к каким-то 2-3 дополнительным действиям, что просто увеличивается ресурс управления. То есть вы как бы не на грани все время идете, да, а просто ресурс вводите себе. Там 2-3 управляющих действия лишних, элементарно, ничего больше. А дальше, когда вы начинаете видеть вот этот ресурс управления, что начинает срабатывать, во всеобщем масштабе распространяется ваша информация, получается, что человек, который живет вечно, он не допускает теракта. Этот уровень управления, ну, некий там свет, так скажем, он же попадает в эту точку и позволяет видеть, что там не происходит, потому что его элемент информации там присутствует. А этого человека нельзя уничтожить никак просто. И получается, что информация отсутствия уничтожения, она начинает увеличиваться. Да? Чем больше таких людей, тем меньше возможности возникновения вообще реально этой ситуации не возникнет, потому что нету корней, нет социальных корней уже потом дальше. Пропаганда просто, да? Ну, например, политпропаганда, противненавод, да, сил и так далее. И здесь вот, исходя из управления такого типа, мы очень четко можем увидеть, что чем больше людей развивается по технологиям вечного развития, и надо успеть вот до сентября количество таких людей там резко лучше увеличить, то, естественно, тем точнее, скажем, а мы не можем себе, вообще говоря, допустить там как бы такую фразу, что там еще точно, нам надо вообще действовать абсолютно точно. И мы тогда совершенно точно можем сделать так, что все-таки терактов не осуществилось. Мы должны уметь сместить события, и мы, естественно, должны это сделать. Да? Мало того, что уметь, мы должны это сделать, даже если мы там начинаем только учиться и так далее. Вот самый простой элемент – собственная вечная жизнь, развитие технологий собственной вечной жизни. Кстати, это не всегда упирается в то, что человек там обязательно омолаживается. Я видел академиков, которые было под 80 лет, они говорят, вот еще с десяток, потом начнут омолаживаться. Им постепенный вид больше нравится. Но это дело личное каждого. Вопрос только в том, что они должны жить вечно. И это все-таки такие, кстати, ортодоксальные академики, там, рановские уровни Российской академии наук. И вот я видел, кто себе выращивал там органы, там, какие-то костные ткани буквально.
И при этом, например, задача вечного развития у них стояла именно как задача просто целевая. Даже не возрастная, а целевая. И если там им по 90 или по 100, пожалуйста, они, возможно, начнут омолаживаться. Здесь вопрос все-таки идеологии, да? Хотя я рекомендую, и часто по клиническим показаниям, там все-таки иногда омолаживается человек. И получается, что если мы начинаем делать управление с точки зрения решения системы задач, вот, выявление системного развития везде, на уровне начальных уровней, где там, образовательного уровня людей, и вывод этого управления во всеобщем масштабе, то есть передача опыта. Например, там в программе партии «Друг» есть передача именно во всеобщем масштабе знаний и спасения, вечной жизни. Здесь, я думаю, каждый человек, живя, вообще говоря, обычной жизнью, единственное отличие, что он там вечно живущий, тогда он, собственно говоря, больше помогает другим и как-то более, скорее всего, более, естественно, оптимальнее, что ли, управляет, видимо, своими событиями. Здесь ситуация такая, что он более свободен тогда, этот человек, или там часто абсолютно свободен, он делает сознательные вещи, ему там бояться нечего, он живет, счастливо получается. То есть система счастья – это система целевая, опять же, в управлении. И если уж мы там объединились или там больше объединяемся и начинаем делать уже следующее управление для бесконечного будущего развития, где уже теракт исключен, да, из управления, то реализация реальной вечной жизни – это то коллективное действие людей, где уже реально вечно живущие просто очень быстро передают информацию и не дают возможности другим там уходить, погибать и так далее. То есть дают просто информацию настолько оперативно и быстро, что она как раз-таки доводится до людей с нужной скоростью. И вот в региональных представительствах партии «Друг», кстати, как раз есть телефон оперативной реакции на вопросы населения, чтобы срочно передавались технологии, которые достаточно простые, там, универсальные и так далее. На этом я сегодня семинар, политсеминар причем, заканчиваю. Спасибо большое за внимание.